Ты знаешь, я сижу и кайфую, потому что ты сейчас говоришь все то, что я говорю своей аудитории, просто через свои формулировки. И это классно услышать это через мужскую точку сборки. Потому что мы, девочки, все равно у нас как бы эмоции подключаются, и как бы окрас другой немножко. Но так интересно, потому что буквально недавно я говорила о том, что ваши мысли не ваши мысли, ваше тело не ваше тело. Все происходит автоматически. И знаешь, это разнесли на такой мем, это разнесли на такую, на мемы, на очень много. И очень интересно, что в какой-то момент я чувствую, что мы на пороге того, что эти знания, они будут доступны все большему и большему количеству людей, и даже не обязательно через медицину, и не обязательно через там десятилетние практики. Но вопрос именно о том, что, когда я сказала для чего, чтобы познать, как ты говоришь, да, остается только тотальная радость. Да. Да, состояние... Любить и радоваться в каждом моменте. Тотальной радости. И вот год назад, когда мы с тобой разговаривали по Zoom, помнишь, я была дома во Франции, и ты говоришь, и я эту фразу очень часто повторяла для людей, потому что это еще было до твоей практики пробуждения. Но каждый раз, когда я с тобой разговаривала, у меня всегда был такой момент, что я знала, что мне много чего есть унести. И даже после нашей первой встречи я пришла и думаю, вау, этот мальчик, который снимает смешные видео с выпученными глазами, казалось бы, смотрится там таким, довольно-таки простым парнем, имеет такую глубину внутри себя. Я такая думаю, я люблю так удивляться, приятно удивляться, потому что люди всегда оценивают по вот как бы маленькому какому-то критерию. И тут я узнала тебя, я бы даже сказать, познала тебя, и я пришла и восхищалась. Я говорю, вау, я с таким парнем познакомилась, он такие вещи говорил. И люди, которые видели тебя на этих видео, они такие, да кто, какие они там вещи, что он может там говорить, да? И так удивительно, рамочки. И в том году ты мне говоришь такую фразу, я никто, поэтому я могу быть кем угодно каждый день. Если я мою полы, я мойщик полов. Да, если я готовлю еду, я повар. Это было для меня так... Я думаю, боже, вот же оно что. Я всегда была никем и не могла понять, не могла это сформулировать. И поэтому я удивляла всегда людей. Поэтому люди очень триггерила людей всегда. Вот как так? Вроде она же там типа... вот это. Выглядела противоречиво себе, да? Да, понимаешь, и тут, типа сегодня вообще снимаю дурацкие видео какие-то, и понимаешь, да, и это еще больше. А я понимаю, что как это прекрасно видеть возможности, как ты говоришь, я могу быть поваром, да, я могу, угодно. Да, я могу быть. Вот расскажи. Когда ты это осознал? Потому что каждый боится. Я всегда сразу тут представляю пример. Я, кстати, у кого-то на интервью об этом недавно говорила. У Сережи Косенко. Я говорю, Киркоров, ты понимаешь, это же все. Я звезда, король. И представляешь, как тебя держат эти наручники вот этого короля? И... А вот знаешь, мне вот с самого детства говорили, вот родители, вот отец хотел, чтобы я вот был юристом, мама хотела, чтобы я был вот либо банкиром, либо врачом. И вот меня вот туда-сюда вот гоняли. А мне с самого детства я мечтал быть актером, музыкантом и так далее. То есть, но как бы это вообще было из разряда фантастики, типа быть музыкантом или актером. То есть это мне говорили, типа, ты приземлись, ты иди работай, и как бы хорош там фантазировать. Вот, и вот хотели из меня кого-то сформировать, какого-то конкретного да надолго. Вот, на всю жизнь, да, то есть ты где рос, в каком месте? В Тольятти. В Тольятти, да. Вот, я вот и в больнице работал, я работал в онкологии, в хирургии, в экстренной хирургии, операционным санитаром с 15 до 18 лет, то есть я видел 1000 операций, людей видел в самом разном состоянии. Потом я в банке работал, вот, и там договора отпечатал. Но я вот понял, что вот мне вот нравилось это, я вот пошел заниматься продюсером. Где бы я ни работал, я всегда параллельно писал стихи, учился рисовать, учился петь, учился как-то вот снимать видео, как получалось. Вот этот переломный момент, когда я пытался стать продюсером,
Вот у меня не получалось, а мне говорили, у тебя уже долги, иди работай, иди вернись нормально, все хорош, типа вот это в мечтах вот в этих жить. Типа вот ты не видишь, оно как бы это, оно не дано тебе. И я вот тогда все больше и больше я думал, я, значит, умру на этом пути. То есть, я, значит, вот умру по пути к своей мечте, но вот я не смирюсь, я не пойду вот туда вот делать что-то другое. Вот мне нравится вот это делать. Но даже если вот умру, делая это, ничего страшного. Зато буду делать это. И оно в итоге получилось. И когда оно получилось, я словно понял, что оказывается... что получилось? Быть продюсером? Да, в целом получилось. Вот мы встретились с Вованами, у нас сразу вот хит пошел, прямо вот все. А Вован вот, это кто? Вован это вот из «Реальных пацанов» актер. Я, кстати, не знала, что... Мы вот встретились, да, и вот у нас... Это который играл кого? В «Реальных пацанах»? Да. Вот лучший персонаж, Вован и я играл. И вот оно начало работать, и вот все начало получаться, и в целом у меня начало в творчестве получаться, то есть и у себя тоже. И я понял тогда, что я могу быть кем угодно. Вот мне говорили, что ты не можешь этим быть, а я этим стал. Просто используя свое желание, обучаясь, я понял, что я и петь научился, и снимать, и сам, я всю жизнь, то есть сам всего просто нахожу в Ютубе и учусь петь. Я в Ютубе находил видосы и учился петь. Не было возможности, я английский сам выучил. Я понял в итоге, что... А чуть позже я вообще понял, что я уже всем являюсь. То есть сначала я пытался все время себя достигать, а потом, чтобы я понял, что оказывается, я уже всем являюсь. Все является всем, вот все, что есть в каждой точке, вот оно уже является всем. Оно все единое. То есть, получается, чтобы стать никем, нужно сначала что-то, что получилось? Ты одновременно ничто и все. Ну вот это очень круто, потому что ты можешь быть я чем угодно. одновременно ничего, и одновременно все.